Всем привет, всем здравствуйте, с вами снова Лау, и мы продолжаем играть в Fallout New Vegas. И нам надо найти все аудиозаписи для музыкального автомата. Ну что ж, двигаемся. Поселок Икса для начала. Так, и дальше нам его надо обойти. Ага, надо поставить на 4 же. Улучшенный лайер. Надеюсь, я правильно иду. This one looks pretty tough. Ага, теперь бы выбраться отсюда. Ой. Во. Попробуем этого неслабого противника Cessation of hostilities complete. обойти. Что? Выход за периметр. We haven't seen anybody in a while. Maybe the monsters have stealth suits too. Хм. Мне надо зайти внутрь или не надо зайти внутрь? Видимо, надо зайти внутрь. Ай, возьму все. Пусто. Это, видимо, то, что я там оставляла. Вообще, чтобы была. Можно попить. Ладно, давайте. Внизу, что ли? Что-то я не вижу.
И... Непонятно. Вот тут где-то. А, я тут не была. Вы нашли рекалибровочный файл для звукового эмиттера. Отнесите его к музыкальному автомату в умном доме, чтобы провести рекалибровку эмиттера и получить новые эффекты. Кожаная броня. Можно было бы взять так чисто на продажу. Пока у меня место есть, я возьму. Если что, выкину. Так, а что там я могла? Планшеты, по-моему, кому-то сдавать, да? Всякие там карандаши. Ну, возьму, чтобы потом проверить. Так, здесь все. Здесь все. Значит, уходим обратно наверх. Так, а можно из бутылки просто налить в пустые воду? Надо тоже попробовать. Ну, а теперь запретная зона. Time to fight. To be attacked by Dr. Mebиus. Oh, hit my rope. Roboscope. Fighting over. В этот раз я не забыла. Лаборатория боевых роботов. Attention visitors. Combat experiment in progress. Sneaking down. Fighting now. Take this. It will help. Ох, офигеть. А попробую через эмиттер. Ready. Steady. Fighting. That's all. Пипец, а как? А что мне с ним делать? This one looks pretty tough. Давай, 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 куда-нибудь. Беги, 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 беги. Was that all? Uh-oh. An intruder is here. I'm certain of it. Defiant to the end. Давай, 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 давай.
over. Так. Что у меня там? Не, вроде все нормально. А что, от него ничего не осталось? Не, что-то осталось. Валентный усилитель берем. Лайер берем. Микроядерная батарея. Отходы электроники. Энергетическая. Ну, а это уже все не берем. Куча золы. Разберитесь с доктором Мебиусом в куполе запретной зоны. Это мы почти подходим к финалу, что ли, DLC? Испытание гигантского раба-скорпиона. Сатурнитовой броней гигантский рабоскорпион превзошел все ожидания. Ну, почти все. Огонь из любого легкого оружия он выдерживает без последствий. Но Парсонс выстрелил в него из звукового эмиттера и сжег несколько подсистем. Для следующей модели надо будет продумать защиту от Эми. Теперь хорошие новости. Новый атомный лазер прототипа ведет себя превосходно, хотя после разряда наблюдается некоторая остаточная радиация, так что следует заказать дополнительные костюмы радиационной защиты и медикаменты на всякий случай. Эффективность против целей роботов. После всех усовершенствований гигантский робоскорпион стал настолько эффективен, что модели протектронов, которые мы использовали в качестве враждебных коммунистических войск, не представляют для него никакой опасности. Они лишь отвлекающий фактор, не больше. Угу. Так, а где? Угу. Это я отсюда пришла, да? Ой, ящички. Антитрадиционный костюм. Возьму. Может, я могу свой костюм починить? А у меня нормально. Не требуются починки. Так, сейчас мы здесь обойдем, посмотрим, что тут есть. Это что? А, сумка. Гранатометный выстрел. Ладно, если что, выкинем. Пока есть место, берем. Пароль к терминалу аварийного отключения. Ладно, лишним не будет. О, карандашик. Nobody ever notices me.
but they noticed не the Pip-Boy берется. light. Так, что там за аудио? Что? Что-то вылезло. Так, на этой пленке аудиозапись под названием «Нападение гигантского тарантула». Аудиозапись можно использовать для модификации звукового эмиттера с помощью музыкального автомата. Пароли... Так, записан звук, издаваемый гигантским робоскорпионом Мебиуса. Аудиозапись можно... Это как раз она, то, что я ищу. Вы нашли рекалибровочный файл для звукового эмиттера. Отнесите его к музыкальному автомату. Да-да-да-да. Купол запретной зоны пока нет. О, хорошо, что карандаши ничего не весят. Хорошо, что эта охранная турель не работала. Nobody ever notices me, but they notice the Pip-Boy light. Заметка об аварийном отключении. После единственного случая, когда программа атаки гигантского робоскорпиона дала сбой, начальство приказало установить для него систему аварийного отключения. Она теперь установлена. Будем надеяться, что использовать ее не придется. Опытный образец рискует перегореть, и мы будем слоняться без дела несколько недель. Рабочая модель должна поступить в войска уже через полгода, а мы и без того отстаем от графика. Ну, аварийное отключение уже точно не понадобится пока что. Так, ладно, теперь можно что-нибудь выкинуть. Карандаши ничего не весят, можно не выкидывать. Кожаный ремень можно выкинуть. Кружку одну можно выкинуть. Металлолом можно выкинуть. Сколько же здесь отходов электроники? Сейчас придется опять выкидывать.
Так, а что у меня с парилу? И что у меня с покушать? О, можно уже, в принципе, что-то съесть. У меня там было. Так. Тоже это нет. Это нет. Это нет. Это может быть. Да, оно и есть. Гигантский робоскорпионовая цель. Наверное, придется броню выкидывать, что ли. Я так понимаю, эти турели могли бы атаковать радскорпиона этого гигантского. Если бы я натравила их. И так вот побегав здесь. Ой, ладно, хорошо, уговорили. Так, а у меня ж была, я брала боевую броню, а не кожаную броню. Надо ее, кстати, чинить. Ладно, сейчас посмотрю, что можно выкинуть. Все, нашла гранатометный выстрел, повыкидывала. Я, интересно, свою броню таки не забрала. Кожаную, которая улучшенная. И, по-моему, сюда наверх я не поднималась.
Да ну ёлы-палы. Хоть ты тресни. Придется выкидывать. Так не хотелось. Так, что тут у вас? Терминал регулировки энергии. Вспомогательный генератор. Новый атомный лазер расходует слишком много мощности генератора. Чёртова тварь отключилась на той неделе прямо в ходе оружейных испытаний. Я хотел снизить мощность лазера на 25%, но вместо этого они навесили на Скорпиона вспомогательный генератор. Не самое безопасное решение. Система не предназначена для использования двух источников энергии одновременно. Если какой-нибудь техник раззява включит вспомогательный генератор слишком рано, то что случится, так мы и не дописали. И что ж там случится? Бабахнет. Все отрубится. Ладно, идем туда, наверх. Разберемся с этим Мебиусом. Похоже. О, это он. Да? Место похоже на то, где сидят мои в мозговом центре. Вставай. Oh, hello there. You are there, aren't you? Forgive my confusion. So hard to tell these days. You seem familiar somehow. I'm guessing you're here for your brain, perhaps? It's just up there. Such a nice brain, young, very bright. Little hard to see you. Can you walk into my left, right FOV cone? Ah, that's it. You're coming into focus nicely. Так лучше? Depth perception is a problem with this old monitor of mine. Went black a while ago. That's old age for you. Старость. Should look at getting the visual nerves reattached. It's just that the right eye would see the wrong things. The flying tortoises were the worst. Would you care for a mentat? Я оставлю их на потом. Спасибо. I love mentats. Delicious and smarty. I have all потом sorts всякие of черепахи видятся. amazingly science-terrific thoughts and ideas when those Летающие. chalky tablets are zipping through my biogel. I forget them all not long after, though, especially with the data constipating my memory core. Afraid binary streams might shoot out my chassis. Had to start using the dome floor and walls here to inscribe equations, although I've somewhat lost track of where they start and end. Ты совсем не такой, как мне думалось. Really? That implies preconceived notions, theories, and a hypothesis about this meeting? Please extrapolate. What was I supposed to be like? After all, it might be worth a cognitive realignment if your theoretical Mobius is better than I. Зачем ты украл мой мозг?
Oh, a variety of raisins. You're something of a homily. Anomaly? You're really quite special, and not in the cranially challenged way. You see, you are the most successful brain extraction experiment ever performed here at Big Mountain. A victim of your own success, as it were. If you were to go back with what your brain knows about the procedure, well, your brain could be popped back in and you could walk right out of here. Can't have brains moving around of their own volition. Почему это такая проблема? I'm not sure, except that I'm sure there's a very good reason for it. I have very good reasons for almost everything I do. Even if I forget them occasionally. Although I feel this one is especially important. Oh well. Мне было интересно кое-что узнать. Oh, curiosity. I experience that less now that I know everything. Oh, maybe it was when I found out some unpleasant answers. Я не могу починить твой монитор, но если у тебя паразитные наводки, призраки, я могу это исправить. The ghosts aren't real? That changes everything. Why, I can save my computing power for other perceptual impossibilities. Please be my guest. The receptor is there, and the side-switching wobbly bob, just turn that. Good, good, better. Oh, yes, that feels wonderful. This is even better than my afternoon mentats break. Забавный персонаж. Ты можешь рассказать мне о своих рабоскорпионах? Well, every scientist needs an army. Mine came to me after these rather large scorpions kept coming in from the desert, like poisonous frosting. How scary, I thought. But they had survived when nothing else had. Perfect candidates for improvement as a reward for their tenacity. Then I thought, what if they shot energy bolts and acted as walking eyes and data-drained computers and acted as bullhorns? Then I made them bigger. Then I thought about custard. I do so love custard. Or was it mustard? Mustard custard. I miss sugars and salts. I find things curious. Ты вроде не агрессивен. Зачем ты передаешь угрозы в мозговой центр? Oh, I was probably tripping hard on Psycho when I sent that. Had to work myself up to it. Not usually violent, except when I am. Then, watch out! So many chems, such varieties. Whenever I take mentats, I can feel my entire chassis breathe like a big spherical lung. As for the Psycho, sometimes get the chem dispositories in my tank all switched up. Go in the wrong tube. Still, served its purpose. Постой-ка, получается, это ты создал Ну, подождите, что там еще интересно? Yes. Да, ты создал рабскорпионов, создал опасности, чтобы мозговому центру было чем заняться. Did I? Maybe I did. Can't have them leaving. Some reason for it. Ethics or, conscience? You and your brain are quite alike. I'm sure it knows the reasons better than I do. То, что ты мне рассказал, никак не сочетается. Твой план, даже твое имя, Мебиус.
Dr. Mebиус. Rather catchy, isn't it? It's my name, and my new name overwrote the old one. This name's as real as you or I, although I believe your brain expressed similar incredulity at the nature of such an appellation. Someone's been watching too many old-world science fiction movies, it said. I believe it meant me. I must admit I have a vulnerability for holotape fantasies of planets and robots and all that is forbidden. As for the name I was born with, like the think tank, we were all reprogrammed to forget them, take on new names. It enforces the recursion loop in our perception programming. Ты перепрограммировала их имена в рекурсивном цикле? Зачем? Чтобы поймать их процессоры в ловушку? Now, trap is a rather harsh word, like excrement. Not an inappropriate word, but still rather harsh. But, yes, I did take some liberties with their programming. It's all right, they don't remember. I certainly didn't until you said trap, and then I said excrement, and then... Зачем ты поймал их в ловушку? The radar fence to keep the think tank hemmed in wasn't really enough. They keep testing things. They would have found a way to disarm it. I suspect I have Plan 9s in place, but I may have coded myself to forget them, just in case. They're probably very dangerous, lethal, or worse. Что значит этот значок, который тут So вылез? I had to do something else to keep them occupied here. Or as you like to say, trapped. I prefer to have several Plan 9s in case the 7s fail. Плейн, Мебиус, замкнутый круг, 8, символ бесконечности. Все это замкнутые символы или объекты, циклы. Oh, you figured it out. No pun intended. Dr. O, which is actually not his real name multiplied, since you can't multiply his real name in the first place. Ouroboros, Klein, they have all forgotten themselves. And not only themselves, but the world, sense of time and history. All that is left is what's here. I reprogrammed their chronometers, geometers, and cartography programs. This is now their world, here, Big Mountain. It was a merciful lobotomy, really, thinking back. They were my friends, but sometimes they would take things too far. And the world isn't ready for that kind of too-far thing-taking. That's my professional opinion, anyway. And I am told I was once quite professional. Мелочь, конечно, но змея, пожирающая собственный хвост, называется Ураборос, а не Урабороус. Really? It is so unlike me to make an error in anything I do. Если ты лоботомировал мозговой центр, зачем ты их запугиваешь? Well, it's simple. Despite their many failings, they are rather bright. They are the think tank for a reason. That I didn't change. Without something to distract them, make them afraid, they would simply deduce what had happened. And when they start deucing it up, then you came along, the final variable solved. They saw that their world was larger than they perceived. Bacteria, finally able to see its host. Так. Но были же и другие посетители. Что во мне-то особенного? There have been other visitors to make them doubt their perceptions,
but you are the one who dialed back their monitor micro-magnifiers. You were irrefutable proof that there was a world outside. And then there was the whole brain fiasco, which forced me to take steps. See, your brain had a special kind of wrinkle, a uniquity that they had never thought to try in all their countless escape attempts. Та пуля, которая попала мне в мозг, док Митчелл пытался меня подлатать, но... Yes, very good. I should have mentats ingest you instead of the other way around. Mentats. In any event, you showed up at the think tank, and because you had suffered a cranial injury in just the right place, bullets in the head are usually much more fatal. And yours was a light case of bullet headitis. But it was enough for the auto dock in the sink to change its programming to fix the problem. And the brain extraction technology for once worked. That gave the think tank the knowledge its brains couldn't possess. With that knowledge, the procedure can be reversed. If they obtain that procedural data, they can use it to mush and modify their cranial selves into hosts to slip past the radar fence. I'm sure of it. And once they're off the reservation... Клейн сказал, что идея заполучить 3 технологии появилась у него после твоей передачи. Совпадение? I consider coincidence to be profanity, along with the words astrology, herbal tea, and luck. So watch it, potty mouth. My threat broadcast is designed to instill and install fear. And along with the emotional download, other data rides the fear carrier wave. It prompted them to focus on retrieving those technologies and bring them to attack me. And coincidentally, pardon my language, all those technologies are needed to put a brain, your brain, back into its skull properly. Каково назначение этих технологий? The X2 antenna can be used to focus your alpha wave frequency thought patterns. The sneaky suit? Why, it houses a cardiac regulator. And the sonic sound wave projecto emitter was never intended as a weapon. It was a medicinal vertebrae pulse desensitizer. In short, brains, a heart, and courage. Spine. I think there was a story once where a band of murderous thugs sought these things. They had them all the time in the story. Didn't stop them from murdering to get them. And it won't stop the think tank either. Ты передавал вместе с угрозами какие-нибудь другие данные? Yes, my overly aggressive cammed-up broadcast was designed to keep reinforcing the forget, fear, rinse, and repeat program. Oh, and the get me the things to castrate your only possible escape attempt. But I couldn't delete you or your arrival any more than I could the other visitors. Only so much science can do when you started talking to them. You're really quite difficult to ignore, you know. It's because you're, well, rather intriguing, if you'll forgive an old brain for saying so. Но мозговой центр загрузил чертежи, а не сами предметы. Они могут просто воссоздать их. Oh, that means my plan is a total failure.
That is unfortunate. Oh well, at least I tried. Yes, this... Так, ну, блин, я не хочу его убивать вообще-то. А ну-ка. Well, it's simple. Without something to distract them, make them afraid, they would... Ты винишь в этом меня? There have been other visitors to make them doubt. You were... See, your... Черепно-мозговая травма, последствия нападения близ Гудспрингс. Yes, very good. I should have... bullets in the... But... That... If... And once... То есть, пока не верну мой мозг себе в череп, я не смогу уйти. Никак. Oh no. I doubt your brain would be so unreasonable. It already knows the trick of it, you see. Doesn't need to be in a host body at all. If you become friends or exist in an uneasy truce with weapons aimed at each other, it would unlock the fence for you. Well, once the think tank was dealt with, of course, your brain is a responsible sort. Doesn't want mad scientists running around everywhere. То есть ты зациклил свою угрозу, чтобы чем-то занять мозговой центр. Yes, I certainly wouldn't loop it on purpose. I am far too sophisticated to make such a childish error. Ты что-нибудь знаешь о других посетителях? Not much, except they contaminated Big Mountain and installed new ideas in the think tank. One caused a great deal of infrastructure damage with his brain and smartiness. Ruthless, that one. Played a little rough with the trains. But the last one was the most dangerous. Him slipping away. That was almost as bad as the think tank escaping. Что ты имеешь в виду? The first one, the ruthless one who smashed up our toy trains, asked for weapons, power, items he could use to destroy a nation with force. The other asked a different question, and with it got the true answer about what makes nations and what breaks them. He spoke to the think tank to climb, showed them the flag of the old world, and it made them remember all of it, all that had happened. They shared things with him that they shouldn't. He now carries those ideas, that knowledge elsewhere. Не Цезарь случайно? Yes, this... Можно как-то без фразы «хватит, я убью тебя»? А ну-ка, может, ну, тут тоже еще есть. Так, тут мне не хватает. Ну ладно, хватит, я убью тебя. Oh, intriguing. I've never been killed before. Although, after that time I got that phlegmy discharge in my biogel, I wished I had been. Well, if there's going to be killing, I defer to your expertise in this matter. How should we begin? Engineering viruses, canceratic beams, atomics, electrocutioning? Or should I summon my minions?
Yes, my minions. Что еще за рабы? Whoa, have they not constructed themselves yet? That's a bit premature of me. The robo-scorpions, of course. They can assemble themselves from floor panels and parts scattered about. Quite inventive. Never really know when they might suddenly appear. Minions, destroy this intruder! Or perhaps make it more dramatic. Minions, to me! Oh yes, that's quite a bit better. Да, так гораздо лучше, согласна. So, I'm imagining all sorts of imaginary numbers right now. В. Сколько можно нажимать В? Injecting stim pack. Injecting stim Тихо, pack. тихо, 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 надо. Ты меня там лечишь, да? Half a stim pack. Please take this. I don't want you to die. Ау. Does that feel better? Half a stim pack. Does that feel better? Injecting stim pack. Does that feel better? You think is cuter, Dr. Klein or Dr. Boros? Was that all? Найдите образцы семян для биологической станции. Заберите свой мозг из запретной зоны. Так, тебя посмотрела. Да, жаль. Как это такой забавный персонаж. Не хотелось его убивать, но иного выхода мне не давали. Наука 15. Что это за звук? Костюм доктора... Клейна. Клейна можно выкинуть тогда. Спарила есть? Нет. Так, хорошо. Что за звуки?
Не, виски я не хотела. Вот, это мой мозг. Well, well, look who finally dragged themselves in out of the wasteland. And where have we been, Crawling through pits of radioactive muck again? Почему у моего мозга такой мужской голос? Ah, well, as to that, you'd be surprised how hard a feminine-sounding voice modulator is to find in the Forbidden Zone. It's not as though brain-sustaining life support tanks grow on trees. I had to take what I could get. Ты мой мозг. Ah, lovely. Figured that out, have we? Would you like a cookie? Почему ты такая сволочь? Well, that's a fine how do you do. Me, quote, dick, unquote. As if I'm the one responsible for the way you carry on gadding about the wastes. I'm not the one that makes us clamber around Technus-infested ancient vaults or go charging off to New Vegas on missions of ill-conceived revenge. And have we forgotten who got us shot in the head and buried in a shallow grave? Do you think I enjoyed that little moment? Мне и в голову не приходило, что ты это так тяжело переживаешь. Well, maybe next time you hear me telling you that charging a nightkin with a penknife is a bad idea, you'll listen. Я не ходила на мутантов с кухонным ножом. Ты разве не хочешь вернуться ко мне? Мне казалось, что ты будешь счастлив снова поселиться в моей голове. I'm not going to lie to you. The prospect is definitely not that appealing. Look at it from my perspective. Here I have peace, quiet, and safety. Well, barring the odd rogue scorpion. In your head, I've got poison, radiation, grisly injuries, and biological functions. Do you know how much more you can get done when you're not constantly looking for places to urinate? It's quite a lot, I can tell you. Но есть ведь и хорошее, прохладный ветерок на лице, запах вкусной еды, любовь. Overrated biological feedback. Believe me, you only feel that way because you've got all that meat. Oozing hormones. С другой стороны, твои чувства вызваны всего лишь отсутствием тех самых гормонов, не так ли? I suppose you're right. That does call certain assumptions into question, doesn't it? Значит, мы в тупике, а ты не можешь чувствовать, как я, а я не умею думать, как ты. Indeed, quite the conundrum. How do you suppose we resolve it? Я думаю, нам стоит признать, поодиночке мы слабее и уязвимее, чем вместе. Будем доверять друг другу. I suppose there might be some advantage to that, yes. There's a chance that the reintegration would create some improved synergy between us. Каким образом Мебиус смог заполучить мой мозг? After the think tank extracted me from your skull, they fell to bickering amongst themselves. I'm sad to say we were quite forgotten about. Dr. Mobius saw an opportunity to gain some leverage and had me spirited away to his dome. Как ему это удалось? I don't know. I'm afraid the trauma of our separation rendered me quite insensate. I didn't come around until I was safely ensconced in this tank. I'm quite sure whatever he did was highly scientific, though. Крайне маловероятное совпадение. Так, крайне маловероятное совпадение. Странный ответ, ну ладно. Hardly. Dr. Mobius keeps a close optical sensor on the goings-on at the think tank. As soon as he saw the opportunity, he took it.
Что ж, это ответ, перейдем к другому. Well, as long as your curiosity is satisfied. Итак, что скажешь, мозг? Пойдем со мной на поиски невероятных приключений. Well, I suppose you've convinced me well enough. I'll rejoin your body if that's your final decision. Unfortunately, before we get to that stage of the proceedings, we have a problem. Even if I could settle myself back in your skull and reconnect all those pesky nerve endings, Dr. Mobius doesn't have the tools here. We would have to make use of Dr. Klein's lab, and I rather doubt the brains are inclined to share. Почему? Они обещали объединить нас, как только я принесу то, что им нужно. And you believe them? Really? I know you were recently deprived of my fabulous advice, but... Really? Once I'm delivered into their clutches, they'll find a way past the radar fence and the whole Mojave will be their playground. And that is assuming, of course, that one of them doesn't take a fancy to our body and decide to slip his own brain into it instead. Ты часть меня. Я знаю, тебе этого хочется не больше, чем мне. Well, I suppose I do miss those endorphin rushes when we save the day. All right, what's the plan? Если мозговой центр не сдержит свое слово, мы его заставим. Пошли. Right. Look out, think tank. This brain is coming out of its jar. I suppose now that we're reunited, you'll want to fill your torso up with those other meaty parts the think tank took from us. Personally, I think your upgrades are quite a bit better. But now that I'm with you, the Sync's autodock can plug them back in no problem. Right then, off we go. Klein will be in for a nasty shock when he realizes the pacification field won't work on a mind and body reunited. Позвоночник. Ага. Ладно, может, надо было там еще спросить еще чего-нибудь у него, типа, что будет, если они вырвутся на свободу, там были еще какие-то вопросы. Я думала, они все равно останутся, можно будет задать, но, как всегда, все не так, как думаешь. Куча пачек сигарет. Саспариллу можно выпить. Ай, боевая броня. Ну вот, теперь я не могу бежать. Черт. Ай, ладно, оставлю я ее тут. Она, да, слишком много весит. Так, что я там еще взяла?
Ну все. Перевес. Теперь можно будет брать и броню. Так. Тык-тык-тык. Так, тебя я проверила. Тихо, давай военные деньги берем. Сколько у меня там перевес? Дофига. Так, оружие. А ну, лайер этот. Второй. Ну, давайте починим вот так. Если бы был здесь какой-нибудь верстак, было бы здорово. Так, ладно, я думаю, давайте мы на этом завершим и продолжим исследовать это место в следующий раз. А пока всем пока, до новых встреч. С вами была Лау.